За 25 лет существования серии «Звездные войны» было выпущено 4 разных версии космического корабля под названием «Кинжал». И это с учетом того, что лазутчик ситхов появлялся лишь на мгновение в оригинальном фильме. Данный набор является пятым по счету и состоит из 640 деталей, а также включает в себя эксклюзивную фигурку Соги Реры, что делает набор более интересным. Сейчас мы взглянем на общий вид модели, рассмотрим ее функции и, конечно же, обсудим все фигурки набора. Начинаем. Всего тут 7 пакетиков, и именно в последнем седьмом ждет своего часа желанная фигурка Соги Реры, но до него мы еще дойдем. Из первого пакетика мы собрали фигурку Дарт Мола, его небольшой спидер и 3 дроидов-разведчиков, которые в данном наборе получили обновленный дизайн. Ну а уже из 2, 3, 4, 5, 6 и 7 пакетиков сам корабль с остальными персонажами, и мне есть что вам о них рассказать. Начнем сначала с корабля. Как я уже говорил ранее, это 5-я модель корабля по счету, и все они отличались размерами. Размер данной модели составляет 28 см в длину и 8 см в высоту в своей самой верхней точке с учетом опущенных крыльев. Причем с высотой есть один небольшой нюанс. Дело в том, что посадочные шасси корабля слишком короткие, и за счет этого лазутчик располагается не совсем горизонтально, наклоняясь носом вперед. Не сказать, что это критично, но из таких мелочей складывается общее впечатление, и этот момент меня огорчил. С другой стороны, шасси данного размера просто идеально складываются и прячутся в общей структуре корабля, никак не привлекая внимания. Если посмотреть на корабль снизу, то можно заметить вот такой красный элемент. Он отвечает за открытие люка, из которого сбрасываются 3 дроида-разведчика. Они загружаются сверху в специальный отсек, который при закрытии немного выпирает, но тем не менее вписывается в общую картину корабля. Дизайн дроидов обновлен и выполнен таким образом, чтобы ни один из них не застревал в узком отсеке сброса. Люк держится на небольшом выступе красной плитки, и отводя кнопку в сторону, он беспрепятственно открывается под своим весом. Все, что остается, так это вернуть люк в обратное положение до щелчка, и он снова будет готов к сбросу. Фиксируется он благодаря вот такому резиновому элементу техник, который всегда находится в напряжении, оказывая давление на запорный механизм. Как по мне, очень интересное решение, которое действительно работает. Помимо открывающегося люка, корабль снабжен функцией стрельбы, что заметно расширяет его игровые качества. Кнопки спуска выполнены в виде 2 светло-серых слитков, будучи очень классно замаскированными на корпусе корабля. Стрельба ведется вот такими ярко-зелеными зарядами, которых в комплекте 3 штуки, где один выступает как запасной. Крылья корабля могут находиться как в сложенном состоянии, так и в развернутом, придавая модели более масштабный вид. А вот двигателям масштаба не хватило, так как они пропорционально не соответствуют модели целиком. Выражаясь проще, уж слишком они маленькие для корабля такого размера. Тут же в задней части располагается люк, который предоставляет доступ к кабине корабля. Внутри имеются 2 фиксатора для светового меча Мола, а также плитка с напечатанной на ней панелью приборов. Наклеек в данном наборе нет, поэтому изображение главного элемента кабины также является принтом. Внутри может расположиться не только фигурка Дарт Мола, но также его спидер. В таком случае фигурку придется усаживать поверх спидера, но это немного странно, согласитесь. Спидер Мола каждый раз претерпевает различные изменения, и в этом году его главное отличие – это цвет, хотя и конструктивно это не самый удачный вариант спидера. Видимо, это жертва, на которую пришлось пойти, чтобы дать ему возможность помещаться в отсеке корабля. О корабле и его функциях мы поговорили, теперь же давайте обсудим фигурки данного набора. Всего в наборе 4 фигурки, где каждая является уникальной. Если не брать во внимание фигурку Соги Реры, то фигурка Дарт Мола безусловно является моей любимой. Сейчас объясню почему. Фигурка получила новый дизайн принтов как на своем торсе, так и на своих ногах. Лицо фигурки также получило обновление, где зрачки глаз заменили 2 белыми бликами, сделав его более подходящим данному персонажу. На сегодняшний день, по моему мнению, это лучший дизайн Дарт Мола за все время. Ну ладно, есть еще один.
Как минус могу отметить отсутствие накидки и капюшона, тем более, что оба этих элемента фигурировали в сцене фильма. Также неясным остается вопрос рукояти меча Мола. Она явно должна быть больше, чем рукоять стандартных световых мечей. Тем не менее, тут используется базовый элемент, который с легкостью можно было бы заменить на вот такой, который явно соответствует лучше. Фигурка Квай-Гон Джинна последний раз появлялась в 2017 году, и за эти 7 лет так и не был решен вопрос с качеством печати на его ногах, цвет которой вообще не соответствует цвету его торса. К счастью, его пончо частично скрывает этот недостаток. Сам же торс и лицо фигурки получили новый дизайн принтов, который по сравнению с ногами смотрится отлично. Фигурка имеет двустороннее лицо с добрым и решительным выражениями. Ну и конечно же приятно видеть, что дизайн его волос остается неизменным уже 25 лет и используется по сей день. Малыш Энни в этом году сменил дизайн своих волос на обновленную прическу Гарри Поттера, что является логичным шагом, так как в период с 2007 по 2015 год прическа Гарри старого образца также использовалась для фигурки Энакина. Лицо фигурки также двустороннее, с обеспокоенным и радостным выражениями. Ну и конечно же фигурка Соги Реры. Начнем с того, что детализация принтов фигурки находится на весьма высоком уровне. Принты покрывают не только торс и ноги фигурки, но также его наплечную броню, которая дублирует на себе принт верхней части торса фигурки. Когда вы надеваете броню на фигурку, то их принты совпадают со 100% точностью, создавая общую сеть ремней и трубок. Одна из таких трубок напечатана на спине и прячется за классным плащом фигурки. Фигурка имеет двустороннее лицо, где каждая передает суровость характера этого персонажа. Соги Рера предстал в виде фигурки Лего впервые, и этого стоило ожидать, так как его персонаж появлялся во многих фильмах, сериалах и играх, но так и не был выпущен в виде мини-фигурки. Единственным спорным моментом является цвет его брони, так как на экране она имеет более синий или даже серый оттенок, но никак не зеленый. Как и другие эксклюзивные фигурки этого года, Со занимает свое место на черной плитке с печатью, посвященной 25-летнему юбилею серии, и отправляется к другим уникальным персонажам. Подводя итог, скажу, что от этого набора я получил немного меньше, чем ожидал. Он ровно такой, каким вы его видите на коробке, и после его сборки вау-эффекта у меня не произошло. Если бы не фигурка Соги Реры, то большой вопрос, обратил бы я на него внимание или нет, хотя вот фигурка Дарт Мола тоже получилась на славу. Если вспомнить, что данный набор имеет возрастное ограничение 9+, и снабжен парочкой неплохих функций, которые способствуют игре, то можно спокойно закрыть глаза на все замечания. Ремейк определенно удался, но я был бы более рад новой модели истребителя Набу, нежели лазутчику ситхов, особенно что и тот последний раз выпускались в 2015 году, но это уже дело вкуса. Подписывайся на канал и следи за новинками Лего вместе с нами. На этом все, всем пока!